К нам присоединяется Олег Царев, политик, в прошлом депутат Верховной Рады. Олег Анатольевич, я вас приветствую, здравствуйте. Здравствуйте. А реально на Украине к каким-то мирным переговорам готовы? Трехсторонняя встреча прошла. Вроде бы говорят о том, что есть некоторая готовность. Про план даже сказали некий из 20 пунктов, который сначала будет подписан у украинцев с США, а США подпишут отдельно с нами. Вот, по крайней мере, министр иностранных дел Украины Сибига об этом сказал. Как вы понимаете, этот план, что будет вот совсем скоро, правда, на фоне звучит, что нужно в месяц уничтожать 50 тысяч российских военных. Это сказал и новый министр обороны Украины, и Зеленский подтвердил. Все это очень странно. Пожалуйста, нужно толкование. Прошу. Они делают такие заявления для того, чтобы делать такие заявления. Политики — это обычное дело, говорить просто что-нибудь говорить. А так, вот если смотреть на ситуацию в целом, то вот я не вижу готовности у Зеленского идти на соглашение. Достаточно жестко он себя вел в Давосе. Смотрите, у него была встреча с Пом. Судя по всему, встреча была крайне негативная. Он потом вышел в нервах, в этом состоянии выступил, наговорил кучу гадостей европейцев. И не только европейцам, фактически и Трампу. Обвинял и призывал европейцев быть жестче с Трампом. Это призывал захватывать российские суда теневого флота. Это не была точная речь миротворца. И его последние заявления о том, что, знаете, не собирается выходить из Донбасса. Олег Анатольевич, давайте продолжим. Ну, как вы Да. сказали, они делают такие заявления, чтобы делать такие заявления, и ездят на переговоры, наверное, чтобы процесс продолжался. Нас обвиняют как раз в затягивании. Они сами наверняка тоже занимаются затягиванием. Но ради чего? Финальная цель какова? Скажите, пожалуйста. У нас понятно какова. Чтобы выбить противника, допустим, вот из Донбасса, но и из других регионов, которые теперь являются российскими. А у них цель какая? Вот я не понимаю, цель. Завтра новый день, еще один денечек пережить или что? Ну, вот задача, сами перед собой какую задачу ставят? Есть задача минимум, есть задача максимум. Задача минимум — это продолжать войну. 90 миллиардов евро, которые скоро получит кредит Украина, даст возможность воевать без любой помощи. Вот если больше никакой помощи на протяжении 2 лет не будет, тех денег, которые им дадут, хватит на 2 года войны. И внутриполитический кризис преодолел Зеленский сейчас. И поэтому у него все готово для того, чтобы воевать. Это задача максимум. Задача минимум — это выйти с таким пакетом, и 800 миллиардов инвестиций, и 700 миллиардов на войну, и миллионная армия, которую будет Европейский Союз содержать, и принятие Украины в Европейский Союз, чтобы Зеленский с этим пакетом сказал: смотрите, чего я добился, и переизбраться еще один раз. Вот у него 2 задачи. Он задачу получить мир на таких условиях, которые бы устроил народ Украины и народ России, в это в цели и задачи Зеленского не входит. У него свои личные задачи. А когда он говорит, что готов встретиться с Путиным, правда, его цитирует скорее Сибига, это глава Министерства иностранных дел, это нам о чем должно говорить? Что реально готов? Или опять готов на нейтральной территории, или на самом деле не готов, а просто говорит? Что это значит? Но он всегда говорил об этом, часто об этом говорил. Он полгода назад, он прямо рвался. Правда, я очень плохо представляю встречу Зеленского с Путиным. Зеленский будет говорить с нашим президентом. Если он там будет капитуляция, да, это да, могу себе представить.
Вот так вот, как он выступал на Давосе, чтобы он встречался с Владимиром Путиным, я думаю, что это вряд ли возможно сейчас. А если наоборот, он возьмет, мы же его приглашали в Москву, пусть приезжает, а он возьмет и скажет, а еду. Есть ли такой вариант вообще? Надо же учитывать все варианты. Мы-то думаем, что это невозможно, а он скажет, я готов. Да вообще-то, конечно, почему бы и нет? Ну, приехал бы, посидел. Вот-вот, да. Есть камеры, не Лукьяновское СИЗО, это в этом. А вы думаете, что мы, если он согласится приехать, его обязательно за решетку бросим? Ну, а вообще было бы правильно. Дело в том, что он когда-то даже фигурировал в базе розыска МВД, а потом оттуда куда-то пропал. Поэтому, ну, вот, честно говоря, я даже не знаю, бросим или нет. Посидел бы, подумал бы, формулировал бы видение, да, разговор с Владимиром Путиным. Подготовился морально. Ну, нельзя же без подготовки. Опять же, у нас карантин. Сейчас с президентом. Да, хорошо. Как минимум карантин президента. Поэтому, ну, на таких условиях я могу себе представить. Вот встреча там, где гоноровый Зеленский будет там, встречаться с Путиным и там сжимать пальцы. Вот это я согласен. Это вы мне должны обеспечить. Он плохо представляет. Вы представляете это? Нет, но я учитываю, что нужно думать обо всех вероятных развитиях событий. А вот он, еще раз говорю, возьмет, скажет, а готов, а еду. Опа. Только Вытков, а со мной. Вытков же с Кушнером приезжает, и он скажет, а я в их компании готов приехать. Ну, были заявления с нашей стороны о том, что встреча произойдет Путина и Зеленского тогда, когда спорный вопрос. Мы сейчас с вами играемся просто словами, есть официальная позиция российская. Они пока не уложат. Вот оно что. Ну, хорошо. И такой вопрос по поводу настроений, точнее, уже есть определенные решения, связанные с, ну, по сути, пиратскими атаками на танкеры, которые перевозят российскую нефть. Танкерами российского теневого флота, как это называется в медиа. Британия, Франция и еще ряд стран готовы на некоторых участках, ну, прямо их захватывать, а может быть и на всех участках. Ну, нужна какая-то с нашей стороны конкретная реакция на это, на все. Вот недавно Франция захватила в Средиземном море танкер, который связан с Россией. На Маринеру мы никак не отреагировали, никак, собственно, не отрефлексировали. И 2 граждан России нам пока еще не вернули. Хотя это США, это как бы отдельная история. А вот с европейцами что делать? У нас 1000 кораблей теневого флота. У нас значительная часть бюджета поступает за счет торговли нефти. Если наши корабли сейчас будут захватывать по всему миру, во всех океанах, это чудовищный удар по бюджету. Непонятно, как продолжать. И с этим надо что-то решать.